Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. У нас сегодня немножко, если что, СМР контент, поэтому я буду говорить немножечко не так громко, иначе меня обещали выкинуть с хаты, поэтому не хочется жить на улице, поэтому буду немножко тихо говорить и все. А также, ребят, у нас, если что, телеграм-канал. Я там создаю свою комьюнити, у нас там есть чат, мы там все общаемся, поэтому ссылочка закреплена в описаниях, и плюс она еще и в комментариях. Поэтому подписывайтесь, я там пишу о новостях патча, об игре и о стримах. Поэтому много полезной информации, я думаю, будет для вас. Поэтому залетайте, присоединяйтесь, я буду только-только рад. Так, мне пришла панда со старта, и мне пришла... Ну, короче, панда раз пришла, это, конечно, хорошо, мне такое нравится, я не отказываюсь от панды, потому что, на самом деле, я очень давно хотел бы показать вам ролик с абузом панды. Именно абуз какой? Если мне сейчас придет панда-шаман, то я ее заабузю в тройку, но если получится, потому что мне может вообще не получиться, друзья. Чтобы ее забузить, мне нужно будет 3 волшебника и шаман панда, естественно. Если мне сейчас придет кунг-фу панда, то я буду просто играть через кунг-фу, я не буду пытаться абузить ее и тому подобное. Но если мне будет достаточное количество хп, то почему бы и нет, как говорится. Кстати, легионка пришла. Орк есть. Я возьму орк. Орка и все. Кстати, горна, к сожалению, здесь нет. Был бы горн, было бы прикольно. Вот реально жалко, что нет просто горна. Я бы мог собрать фуловый горн, и было бы очень круто. То есть, был бы бог горн, я бы поставил себе фуловый горн, у меня бы, во-первых, агр был, во-вторых, обезруш и некий сайленс, и стан еще есть как-никак. Поэтому, в принципе, неплохо бы контрил. Орки приходят, боги приходят, мартретка даже приходит. Может, со старта убийц поставить и кайфануть от игры. Не через лустрик сыграть, а через винстрик получается. А я не могу поставить, потому что слотов не хватает. Ну и ладно. Так, я тебе закину это все. И закину тебе мана плюс 40. Туда-сюда, кстати, сюда. Вот так вот лучше сделаю. Все. Этот отражает. Вау. Как уже двойка пришла. Ладно. Что ж. Но лустрик так лустрик получается. Не выиграл один раунд. Все. Руки опустил. На самом деле мне бы хотелось ранних волшебников. Вот очень ранних волшебников. Раннюю пандочку. И все. И все. Это хорошо, что против меня жесткие чилы играют. Это означает, что катка будет довольно-таки интересной, потной. Все, как я люблю. Это хорошо, что они скилловые. Такое мне нравится. Гоблины мехи и пандочка там есть. Не знаю, почему он уровень не взял. А, он, наверное, наролил себе гоблинов мехов со старта. Все бабки слил. Сейчас зависит, на самом деле, очень много от удачи. Тут чуваку уж вообще ведьмаки со старта пришли. Тут играют на жрецах. На самом деле, боги-жрецы здесь неплохо заходят. Тут есть, во-первых, Светлый Дух, тут, во-вторых, есть Зевс. Но, знаете, как по закону подлости это ничего не будет приходить. Будет приходить совершенно левое что-то. И можно было бы, кстати, шаманов поставить еще. Либо же боги... Ну, орки-боги, в принципе, неплохо было бы. Не знаю. Сейчас посмотрим, короче. Буду отталкиваться от того, что приходит. Но на самом деле я бы лучше, наверное, продал бы сейчас вот эту мартретку, продал бы вот этого. В любом случае, лучше у меня сейчас не получается, поэтому лучше бы я продал бы и уже плюс одну монетку имел в кармане. Но... Посмотрим. Посмотрим. Но приходит, конечно, странно. Бесспорно, но странно. Ну, вроде бы как бы хорошо приходит, но одновременно не особо хорошо. Элементалиста бы поставить, но мне просто, ну, некуда. Мне охотники неплохо еще. О, вот и весь скилл. Это настолько скилловые игроки, что сейчас чуваку просто падает Марси, он выставляет себе фулл кунг-фу, и это скилл. Запомните.
Это будет скилл. Меня уже, на самом деле, начинает от этого телепать, потому что, ну, чуваку нереально фартануло сейчас. Ему пришла кунг-фу панда со старта. Все. Вот такая сейчас игра будет. Сейчас мне просто во все щели, дыры, только какие можно, развалят. Не хочу ТБ. Полубийц через ТБ тоже не особо хочу. Я не хочу играть на мете. Мета это не особо интересно. Ну, такое, не знаю, мне на мете не особо прет играть. Но скилл. Скилл. Может поставить себе... Да, что мне говорить, вы уже и сами все знаете, сами видите. Даже на самом деле Горна нету, который бы законтрить мог ту тему. Бред, просто бред. Мне на самом деле почему-то даже Лустрик сейчас не приходит. Где мой бог, это жрец? Скилл. Очень скилловый. Ну ладно, все. Все, проехал. Короче. Просто скилловый игрок. Заскилловал. ЦМ ко мне пришла, окей. Это меняем. Орка оставляем. На лустрике мы сидим. Эгида не приходит. Это тоже скилл. Лондруида найти тоже скилл. Ну ладно. Я уже и так подзадолбался сейчас многих этим скилл. Не знаю, может реально волшебник придет сейчас. Придет какой-то демон, ну, может Эмбер придет. Реально, может Эмбер придет, вот этот убийца панда. И будет нормально. Я панду купил. Чтобы она родила... Боже мой. Можно вот это дерьмо мне приходить не будет от слова совсем никогда в жизни, вообще ни разу, не надо на мне. Такая бездарная панда, вот честное слово. Хотя, на самом деле, если магов со старта поставлю, то, в принципе, ладно, пусть приходит. Тут можно элементалиста поставить в ловок еще. Будет, в принципе, неплохо, как стенку. Но лучше... Но это скилл. 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 Все, я аж в чат написал. Скилл. А теперь смотрите, этот чувак разорвет всех и вся, потому что до 10-го раунда у него фулл кунг-фу. И просто смотрите, что происходит, когда ты такое встречаешь. Так, тычка раз, тычка, давай, сейчас пол хп снимает. Чпуник, окей. Следующий, оп, чпуник, шот. Скилл. Ладно, все. Реально, все. Хватит. О, теперь я поскиллую. Теперь и я буду скилловать. Я тоже хочу поскилловать, поэтому иди-ка ты сюда, дорогой ты мой сладкий. Сладкий персонаж. У меня, к сожалению, нету волшебников, но, дорогой мой, жди. Просто жди. Я тебе устрою вырванные годы. Ты узнаешь, что такое боль. Знаете эту фразу с Варкрафта, а? Кто знает, пишите в комменты. Итак, что же мне сделать? На самом деле придумать еще не надо, просто чернокнижников сейчас сверху накидываю. И играем в кайф. Хотя можно было бы еще и шаманов сверху. То есть шамана плюс кунг-фу было бы вообще шик на самом-то деле. Шамана кунг-фу. Реально, почему бы нет? Сейчас посмотрим, что будет приходить. Придет панда-шаман, будет шик. Сыграю через этот билд. Не придет, не сыграю. Так, ну что, показываем скилл. Вот так. Тоже. Ну, давай, острый нарочи. Не. Ну, да, но не. Острый нароч, приди. Ну, талисман, это тоже бред, конечно. Ну, ладно. Ладно. 4 панды у меня есть. Панду это будет я не буду, нет в этом смысла, потому что там есть уже как бы чувак на кунг-фу, и мне нужно просто его переиграть будет.
Чтобы его переиграть, мне нужны хорошие персонажи, ну, не со старта пока что. Поэтому мне просто нужен будет отхил там. Шаманчиков, на самом деле, я оставлю пока что. Ну, может быть, реально мне понадобятся они. Сейчас посмотрим. Просто скиллуем, ребят, скиллуем на скилле. На самом деле, если сейчас придет в двоечку... Тык, давай, тык, шот, тык, хорош. Просто по морде. Отлично. О, яичко. Так, может, мне сейчас тоже скилл придет? Если я просто апнусь через яйцо его сразу. Шаманов я пока ставлю. На самом деле, с шаманами будет неплохо играть. Просто шаманов сверху подкинул. И все, по сути. Реально. Сверху накинул шаманов. Тут есть даже шаман пятерочка. Все это приукрасить красиво. Но, кстати, мы вот друг друга будем выносить так, у кого не сильнее сборка, кому больше повезет с шотами. То есть сейчас кому больше будет вести, тот будет выносить. Вот. Ой, видите, я шотнул чувачка. Но, несмотря на это, у меня панда вообще улетела туда куда-то. Куда-то туда. Даже тут будет вести тому, кто будет больше кого шотать. Это работать будет сейчас так. Ну и если мне панда, кстати, в двойку придет, тоже будет работать так. Угу. Духов богов на лузах. Не, он будет играть через жрецов. Ему пришел орк, поэтому это будут духи-жрецы. Ой, жрецы. Это будет сильно. Я очень надеюсь, что мне сейчас придет кунг-фу панда. Очень надеюсь. Пандочка, просто одна. Жалко, что мне острые наручи не выпали. Потому что когда вы играете, допустим, на кунг-фу, и вам падает второго тира острые наручи, это лютейший предмет, который просто нужно брать обязательно. В каждом билде должен быть, когда играете через кунг-фу. Супер совершенно сломанный предмет. Идеально работает. Если кто не знает, почему я это говорю, то объясню. Синергия кунг-фу встраивается в любой предмет, который имеет урон. То есть это возвратка, это догоны всякие. То есть это все, что дамажит, как бы передается. И это круто. Очень балансно. Да, богов жрецов делает это я уже вижу. Поэтому мне понадобится против него один предмет. Ладно, не один, несколько предметов. Будет сильно. Да, я знаю, что надо медальку, нужно будет наролить на всякий случай. А, я хочу шаманов на самом-то деле. Ну реально хочется как-то шаманов. Ну, чуваку там ТБ в двойку, кстати, пришел тоже неплохо. Пока выносит меня, но очень сильно, по 8. Панда пива, конечно, пришло это сильно. Панда пива мне не нужна, к сожалению. Она бесполезная, хотя ей можно вот так засунуть. Вот так. Я очень надеюсь, что мне сейчас придет нормальная панда. Хочу кунг-фу панду. На самом деле, и в принципе, когда ты будешь играть сейчас. Но сейчас я более чем уверен, что чуваку сейчас больше всего повезет, и ему реально придет кунг-фу панда. Он даже яйцо наролил. Тебе сейчас по-любому кунг-фу придет. Тоже это от скилла зависит, если что. Но боги-жрецы, это серьезно. Это надо будет сейчас как-то контрить, а вот как? Вот это уже другой вопрос. Кстати, вот этот предмет на возвратку 50% урона, он работает очень криво, поэтому если вы его наролили, то можете смело его скипать в будущем. Потому что, объясняю, этот предмет, когда вы умираете, он не срабатывает на противника. Почему? Чтоб я так знал. В течение 4 секунд, если ваш персонаж сдох, то знаете, предмет не сработал. Все. Минутка информации. Полезно. Щит хранителя. А что я могу лучше найти? Вот, щит хранителя это, конечно, круто. А что кроме щита у меня тут есть? Бусы на отхил. Но на самом деле он работать будет тоже криво, поэтому возьму щит хранителя. Почему бы нет?
Закину его сейчас в него, лучше все равно ничего нету. Тут хп есть, это, в принципе, жирный. Были бы острые наручи, то было бы вообще шикарно. Как достали эти кунг-фу в каждой катке? О, да, о, да. Вот тут еще и жрецы сверху. Я прекрасно всех понимаю, но раз пришли, то почему нет? Я человек простой. Оно пришло, значит надо делать. Надо делать, надо брать, надо играть. Все. Будем по-простому. Все играют на мите, я тоже буду играть. Я тоже такой. Латия, гоблины. Но там, кстати, как-то... Ну... Гениальная банда. Лучше не придумаешь. О, 4 жреца. Вот это вот проблема. В чем фишка? Смотрите. Когда вот этот чувак, играя на жрецах, будет попадаться мне, он будет забирать моих... О, там шаманы. О, это... О, по-любому скилл. Нереально фартануло там челу. Ну вот, кстати, он моих кунг-фу будет забирать, и мои кунг-фу тоже будет... Ну, моя синергия будет работать против меня. Но есть два минуса у этой вот сборки, грубо говоря, вот жрецов. Когда вы играете на жрецах, вы забираете их под контроль, да, вы забираете их синергии, все такое, но есть огромный минус. Если в это время убьют вашего жреца, который берет под контроль, то все, контроль теряется. Второй момент, это очень легко контрится в плане предметами. То есть вам нужен всего лишь один предмет, чтобы законтрить эту синергию. Один, не два, не три, не 10, а один. Это медальон первого тира. Можно мне придет бандочка, а? Что там, чуваку уже кунг-фушка пришла? Не, ничего не. Ну, я даже не знаю, кому быстрее придет, ему или мне. Я что-то уверен, что ему. У меня есть прям такое предчувствие. Так, это я уберу сейчас. Так, раньше. Этот клинок, кстати, я его заберу. Если что, этот клинок, он работает в этого кунг-фу панду, который летает. Если вы закинете этот предмет, он пролетает по всем, то он всем накинет дебаф минус реген. Сильный предмет на самом-то деле, не стоит его недооценивать. Что? Но то, что ему, конечно, цвета со старта пришло, это прям... Какая-то лють. Он ведьмаков собирает? А, Зевс пришел. А как так? Чего он не продаст телемов, я не понимаю. Демон-любитель присосаться к тому, кому надо. Плохо. Ну, кстати, апгрейд есть небольшой. Отлично. То, что я хотел. Вот прям то, что я хотел. Шикарно. Теперь я могу, в принципе, забыть вообще за панду. Она мне не нужна. Хотя, на самом деле, пусть поприходит. Может, придет еще что-то. Пока еще можно, пусть поприходит. Вот. Теперь я могу делать вот так, так. И, в принципе, все шик. Теперь мне нужно будет... А, тут 9 убийц еще сверху. Тут 9 убийц через будет рыцаря мести, наверное, или мартретка. Что-то из них будет одно. Тут плюс еще дух. Жрец. Надо против него медальон найти будет. 20-й раунд. И на самом деле, наверное, лучше, чтобы я один раз паролил, посмотрел. Упало, конечно, не то, что я хотел. Хотя... Мифриловый доспех, окей. Мифриловый доспех неплохой предмет, но не лучший. На самом деле, предмета половину я бы хотел скипнуть. Я на самом деле не помню, медальон скип. Отражение. Ну, в принципе, отражение норм. Отражение, в принципе, норм. Предмет хороший, но не идеальный.
Посмотрим, как оно будет. Мне, на самом деле, просто радик нужен еще. Боже, как он разлетался, я даже его потерял. На мгновение. Нимба. Сюда, давай. Давай сюда, инстрик. Давай. Спасибо. О, какая красота. Да, ты шо. Такое мне нравится. Сейчас я найду сначала всех чернокнижников. Блин, я только что продал одного случайно. Ладно. Full панда, бро. Balance. It's balance. Ну просто вот панда, которая вот балансная. Баланс во всем. Согласен. Все забалансил. Так, ты можешь перестать мне ману выкачивать? Хара качать у меня ману. Балансная панда, вот отвечаю. Просто шикарнейшая балансная панда. Ой. Ну, как-то так. Ну, а что он хотел? Современные проблемы требуют современных решений. Балансная панда. Кстати, у меня... Не, у меня еще не выставится фул. Я что-то подумал, что... Хотя, если так... И так, то 6 будет. Ну, тогда, в принципе... Ну, кстати, если что, я тоже хп-порезку делаю. То есть у меня есть хп-порезка от этого персонажа. Вот этот вот предмет, он режет и хп-регенерацию всем. То есть всем, по кому он сейчас пролетит, он порежет им хп-реген. Это огромный плюс для меня. Ну, баланс. Ну, кстати, убийцы мне могут шотнуть. Вот объективно, без рофлов убийцы могут очень сильно мне навредить. Хотя у меня есть отражение. Как бы предмет отражения, а предмет отражения вот такой вот предмет. Шикарный, я бы сказал бы. Может отразить все, что угодно. Кого угодно. Любое препятствие просто разрушает на месте. Бум-бурум. Так, мне в принципе бы выйти в 50 монет, точнее в 10 уровень. Тут Кира и Темпларка. О, Темпларка через Киру, это будет серьезно. Плюс 6 троллей. О-во-во-во-во. Это сильно. Кстати, он разобрал себе, если что, там синергию кунг-фу. Но сделал себе Киру. Но будет, наверное, тяжело. Мне, кстати, Радика и Алого Сердца не хватает, это объективно. Вот одна панда осталась, кстати, чекаем. Баланс, баланс, баланс. Это 6 зверей было. Это панда. Зовут ее Баланс. Спасибо. Панда, конечно, ты пришла, чисто бабки. It's balance. На самом деле это реально лютый рофл. О чем не понял. Хотя, кто такие, вообще не знаю. Кто здоровается с кем? Кто такие? Hello. Ну, hello. Даже hello. Ну, общительные, кстати, ребята попались в этот раз. Прям лютые. Хорошая сборка. Не имбалансная сборочка ни разу. Но там есть чувак, кстати, на шаманах, поэтому тут проблемы могут быть. Поэтому я сильно не расслабляюсь. Скажем так, это дефолтная сборка самой сломанной меты этого патча. Вот и все. Придумать больше здесь нечего. Тут самая сломанная сборка этого патча, вот она, перед вами. Вы делай, что хочешь. Так, а теперь что надо сделать? Как лучше поступить? Я на самом деле зеркало хочу отдать ему, но мне в любом случае понадобится получше предметы. То есть мне зеркало нужно продать будет. ХПшку, в принципе, скипнуть. Ну, опасно хп реген убирать, потому что там есть чернокнижник зверь. А там фул шаман. И это проблема для меня.
У меня есть щит отражения. 1 и 2. Я 80 урона блокирую. С руки блокирую. Не с ноги. На самом деле, если придет мне панда в тройку, хотя я уверен, что она в жизни не придет, но все равно, если пришла бы, это было бы люто. Я надеюсь, что автохекс просто прилетать будет не в ту панду, которую мне надо. Вот примерно так. Вот так. Летаем по всем. Вот так. Вот балансная панда. Проверяем. Супер баланс. Застанила, кстати, пандочку. Застанили мою пандочку. Но, ребят, ну вы сами понимаете. У меня 80 урона блокирует стычки чисто. Чисто 80 урона блокирую. С руки. 80 урона. 30 этот и 30, точнее 50 этот и 30 этот. 80 урона с руки я блокирую. Беспощадно. Там чувака немножко порвало, но я его понимаю. На самом деле, если мне автохек сейчас прилетит в лицо этому персонажу, то забудьте, что я все говорил. Тут есть еще чувак на Кире. Он очень опасен. Иллюзии, все дела. Антидум я не продавал, у меня не было антидума. У меня его не было. Ни антидума, ни... Ничего такого у меня не было. Так что не наговаривайте на меня. Не было у меня антидума. К сожалению, реально антидума не было. Отцепись от меня, ты гадина. Чё ты от меня вечно хочешь? Просто ману высосал у меня реально маны нету. Вот сейчас мне просто развалят кабинет из-за того, что... Кстати, щит один работает, я сейчас заметил. А, классно. Да, я лост-стрик поймал. Видите, когда пишет за серию побед плюс 0, это означает, что вы проиграли. Но тут у меня чисто из-за того, что... Каким-то образом он меня вынес. Ну ладно. Ладно, кстати, щит один... этот щит. Один предмет работает. Я думал, два работает, но работает один. Так, это все мне не надо, хотя башеры я бы взял. Да боже ты мой, что мне за... Шикарные предметы, короче, падают. Ни разу не хрень. Такая будет сейчас потная катка. Тут 9 убийств через легионку и башер. И Кира. Тычка сквозь щит. Не, ну он меня выносит. Кира пока что. Пока что выносит. Сильно, сильно. Ему хорошенько пришло сейчас. Нормально выносит. Но у меня предметы. Лютая Г. Были бы нормальные предметы, я бы 100% нормально себя ощущал. А пока без нормальных предметов я себя ощущаю максимально Г. Было бы Алое Сердце и Радик, я бы вообще не парился за эту игру. Я бы эту игру уже понимал, что я выиграю. Мне надо паролить, это я точно знаю. Потому что чувствую я себя... Ну, как-то вообще не айс. Хотя, может, станчик лучше. Предметы не айс падают. Вот реально предметы не айс. Вообще не айс. Пришел шаман. Давай так сделаем. Может, так будет получше. Ну, сейчас... Боже, как ты меня бесишь. Вот это вот тема ведьмаков. И он опять сейчас... Не, ну, не к нему, но все равно. У меня просто манрегена нету. Из-за того, что так плохо по манрегену, вот такая тема происходит. Спасибо, хоть сейчас не присосался. Повезло, кстати, что не шота его. Но у меня просто не хватает радианса, вот честное слово. Радианса, алого сердца. Вообще -1. Было сердце, как же было бы полегче.
Ну просто вот этот предмет. Союзникам в радиусе 500 хп восстанавливают. Плюс регенерацию на 20% повышает с каждой способностью. То есть 200 хп, тут будет, ну, 220 хп, спасибо. Обалденные. Мне нужен радик и алое сердце. Мне все остальные предметы особо не нужны. Ну, бессмертие тоже, кстати, надо. Бессмертие, радик, алое сердце. Вот эти предметы мне реально нужны. Все остальное мне просто не нужно. Давай сейчас вот алое сердце. Надо брать этот предмет. Рискую. Ну, радик получил. Хорошо. Сейчас более-менее на самом деле хорошо, но очень плотная катка по предметам, ну, ужас полнейший. Никому не позавидую с такими предметами играть. Но не совсем, у меня 3 шмотки, боже, ну по шмоткам вообще... О, Киру перестроился. Решил сделать... Но у меня предметы вообще, на самом деле, очень слабые. Вот если сказать, что слабее, вот предметы эти максимально слабые. Мне нужно алое сердце сверху. И все, тогда будет хорошо. Все остальное это ужас. Ужас, а не предметы. Кстати, боже, какой там огромный этот чувак. Возвраточка, кстати. На. Ему еще очень повезло, то, что ему часто так не прилетало сейчас. Ой, сейчас я чувствую, будет проблема огромная у меня. Тут есть чувак, во-первых, такой неприятный максимально. Есть вот этот вот Неуминто. С блинком. Я даже не знаю, как лучше поступить в этом всем движе. Башер какой-то бы мне точно помог. Звери еще, кстати, есть. Я за зверей вообще забыл. Мне алое сердце нужно. С алым сердцем у меня вообще проблем не будет. Ну. Давай. Живи. Хорош. Уклонился в последний момент чисто от этого лиса. Но без алого сердца тяжело. Ну, вот реально, без алого сердца очень тяжело. Нужно алое сердце. Какой же пот, а не игра. Главное сейчас переживать очень много кого. Тяжко. Тяжко, очень тяжко. Я надеюсь, он сейчас не прилетит ко мне, не вынесет все лицо. Вот этот чувак. Он хоть и через Киру играет, но все равно. Экс есть. Ну, с крест я это пробью, но... Живет он, кстати. Живет. Ну, темплар. Я опасаюсь темпларочки вот этой. Овер сильная она. У меня просто из-за того, что нет подходящих предметов, очень тяжело играть против нее. Ну да, из-за того, что не хватает предметов, очень тяжело против нее играть. Это прям видно. Яйцо не могу купить. Ну, мне Марсы нужно. Возьму предметы.
Тяжело, но я даже заролить ничего не могу нормального. То есть, если, ну, мне нужно алое сердце, нужно бессмертие, и тогда игра пойдет по своим, ну, своим чередом, будет все хорошо. Кстати, чувак, если что, убрал сейчас некоторые моменты своей сборки, и мне надо тоже немножко поменять яйцо. Яйцо я ставлю. Ну, смотрим на этот плод. Ну, алое сердце было бы... Ну, насколько было бы проще играть? Тут два чувачка. Неумитно, кстати, выиграет, и думаю, это как? Он темпларку в двойку соберет? Я думаю, то забей там будет. Просто забей. Уклонение какое-то. Ой, кстати, тут еще чувак этот есть. Но у него сильно, у него очень сильно. Каким образом живет, непонятно, но у него очень сильно маска на отхил. О, проблемы у меня есть серьезные. Если ему придет Кира, я на самом деле не знаю, почему он Киру себе не поставит. У него будет куча таких людей. Но мне нужно бессмертие 100%. И нужно алое сердце. Я надеюсь, что сейчас упадет алое сердце. У меня будет куча хп. У меня будет алое сердце, которое тоже будет наносить урон. То есть у меня будет супер терпильный берн, но я смогу нормально переигрывать их. Благодаря тому, что у меня будет алое сердце еще и дамажить сверху. Давай, алое сердце. Так, под заказ. И два яйца. Ой, не знаю. Там есть МКБ или нету МКБ у кого-то? Клинок тени. Ну, клинок тени я хочу. Ладно, рискую. Да бред, боже. Супер смешная игра. У меня даже гора нет поставить, чтобы... Можно нормальные предметы? Но шаман у него овер сильный, тут я полностью согласен. Овер сильный шаман. О, Неуминта, до свидания. Нимба. Напомню. Чувака там, походу, разорвало немножко. Опа. На самом деле я сам в шоке. Как это вышло? Непонятно ничего. Ну, с алым сердцем чуть полегче, кстати. Тут Баша прилетел. Ну, сильно, 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 кстати. Реально очень сильно.
иллюзии не пережил. Иллюзии не пережил. И чувак меня там выиграл. Чуть-чуть не хватило. Ну, чуть-чуть. Было бы у меня бессмертие, я бы 100% его выносил вообще без шансов. Но это была очень красивая игра. Мне понравилось максимально. Ну, это было красиво. Но я сразу говорю, этот чувак проиграет, потому что тут есть сильнее чувак. Намного. Намного сильнее. Мне просто не повезло по шмоткам. Очень не повезло мне по шмоткам. И это по-любому ж игра зависит от скилла. Ну, гадалки не ходи. По-любому зависит от скилла. Так, 300 хп, тут вот, смотрим. 900 хп. Тут тоже, ну, тут, короче, по-слабому. Ну, тут одного выноса без шансов, поэтому... Да, это было красиво. Это очень красиво было. Очень. Но, как я говорю, мне чуть... Если бы мне шмотки раньше эти пришли, ну, вы сами видели, какая хрень мне падала. Пришли бы шмотки эти раньше, я бы выносил все и вся намного раньше. Но это рандом. Беспощадный рандом. Ну, ладно. Было очень круто, на самом деле. Я, на самом деле, наверное, лучше бы я в Марсе шмотки перекинул, раз такая тема пошла. Я не знаю, как даже лучше. Что думаете вы, напишите в комментариях. А так, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.